Здорово, криптоны! И у меня не зря открыт график эфириума прямо сейчас, потому что мы с вами разберем, почему эфириум, возможно, станет следующим катализатором роста крипторынка. Мы разберем факторы, которые говорят нам о том, что эфириум начал разворачиваться по отношению к биткоину и может в скором времени показать более мощный рост, чем сам биткоин. Видео будет очень интересным и полезным. Влепите ему лайк, он абсолютно бесплатный, мне будет приятно, видос продвинется. Также пишите комментарии, что думаете вы, а мы погнали! Если смотреть на локальную картину, то у нас вырисовывается такой бычий клин, то есть на растущем тренде у нас был импульс и такой клин вырисовывается, у нас лои повышаются, хаи как бы здесь вот понижали, сейчас вот повысился, последний вот импульс был, и такая структура, что идет поджатие к этому уровню. У нас на 2800 скопилось огромное количество продавцов, вот здесь вот проторговка такая, и здесь было очень много куплено на эфириум, посмотрите, здесь была проторговка, и это очень сильный уровень сопротивления, который нас сейчас держит. Если мы пробиваем 2800, то дальше мы летим на 3000, 3100 и выше. Вот, поэтому мы сейчас стоим под очень сильным уровнем сопротивления, поэтому мы не можем пробиться. Нам нужно какое-то время здесь аккумулироваться, набраться силы, чтобы пробить этот уровень. Возможно, будет какой-то закол сюда, не отрицаю, может быть все. И потом только возврат и дальше продолжение роста. То есть по эфириуму сейчас картина локально бычья. Давайте еще посмотрим один интересный график, это эфириум по отношению к биткоину. Это прям супер график, который нам подсказывает о том, куда идет ликвидность. Как видите, эфириум по отношению к биткоину на протяжении последних 3 лет только снижался. И сейчас мы получали вот такой вот импульс. Главное, чтобы это не был такой вот импульс, как был здесь, то есть тоже мы как бы выросли и потом опять снижались. Здесь тоже был хороший импульс, вроде как разворот, но опять все равно снижение. Но чтобы полноценно понять, развернулся ли эфириум по отношению к биткоину, нам нужно несколько месяцев. То есть мы должны здесь проторговаться, как-то вот выйти сюда выше. То есть если у нас хаи и лои повышаются, то есть вот хай повышается, следующий хай здесь, лои тоже, хай, лоу здесь. Лоу здесь, лоу здесь, то есть он повышается, структура у нас восходящая, то это значит о том, что эфириум развернулся по отношению к биткоину. Вот такую структуру мы должны увидеть на графике, чтобы понять, все-таки мы развернулись или нет, на протяжении нескольких месяцев. Вот, то есть видите, это может быть конец лета, конец года, то есть, ну, это очень много времени на это надо, чтобы понять, развернулись мы или нет. Потому что такие вот импульсы уже были на графике, и потом все равно мы снижались. Поэтому посмотрим. В любом случае, не может быть постоянно падение, 3 года уже падаем. Рано или поздно эфириум развернется и даст больше процентов роста, чем биткоин. Поэтому наблюдаем за этим графиком. Эфириум по отношению к биткоину ETH/BTC. На TradingView можно посмотреть на этот график. Еще токен, про который я вам говорил, LDO-шечка, дает такой неплохой рост. Сегодня он вырос на новостях, потому что SEC сказала, что стейкинг не является, типа, причиной для того, чтобы считать криптовалюту ценными бумагами. Сейчас покажу эту новость. SEC заявляет, что стейкинг криптовалют не нарушает закон США о ценных бумагах. То есть LDO это у нас самый крупный протокол стейкинга на эфириуме. Мы это еще посмотрим. И на этой новости о том, что SEC говорит, что стейкинг это не равно ценная бумага, у нас, соответственно, выросли протоколы стейкинга на эфириуме. И это очень позитивно, потому что у нас еще не принят стейкинг ETF. У нас есть обычный ETF, то есть эфириум торгуется на бирже, любой может прийти и через ETF купить эфириум на бирже, на фондовой бирже в США. Но когда у нас примут стейкинг ETF, то есть люди смогут и покупать эфириум, и ложить его в стейкинг и получать дивидендную доходность. Сейчас такого нету на криптовалютах на бирже. Мы-то с вами можем купить крипту и положить в стейкинг, а на бирже люди так не могут сделать. И когда разрешат стейкинг на эфириум ETF, мне кажется, это будет следующим катализатором роста системы эфириум и, в принципе, токенов на эфириуме. И вот SEC прямо, вот SEC, комиссия по ценным бумагам США, та комиссия, которая душила постоянно криптовалюты, сейчас там поменялась регуляторика в связи с Трампом, спасибо ему. Вот, и, соответственно, SEC сами сказали, что стейкинг это нормально, это не ценные бумаги, поэтому рано или поздно эфириум ETF стейкинговый примут. И это будет катализатором роста вот таких токенов, как, допустим, LDO. Я много раз писал, у меня есть обзор на канале про LDO, обязательно его посмотрите, если вы не знаете, что это такое за токен. Очень мощный протокол стейкинга. Но чтобы оставаться в курсе таких новостей, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Benzi Gang, абсолютно бесплатно, ссылочка в описании. Вот я писал про эту новость, что вот SEC сделал заявление о том, что стейкинг больше не является причиной о том, чтобы считать криптовалюты ценными бумагами. Вот, также пишу очень много полезных новостей. Вот этого Китай ликвидировала, который открывал лонги по битку и по эфиру на огромные суммы. Поэтому тоже подписывайтесь на телегу, там много интересной информации. Следующий фактор, который говорит нам о том, что эфириум не скам. Сейчас многие хейтят эфириум, потому что он падает, говорит, что это скам, он никому не нужен. Ребят, откройте DeFi, посмотрите по TVL. В эфириуме TVL это то, сколько денег лежит в протоколе. То есть бабки люди заносят там в стейкинги, в лендинговые протоколы, займы, кредитование, туда все заносят бабки, и это здесь все отображается. Эфириум занимает топ-1 место. Его TVL 62,7 миллиарда долларов. 62,7. Ближайший конкурент это Solana с 9 миллиардами. То есть у эфириума 62,7 миллиарда, у Solana, у ближайшего конкурента 9. Ну разница просто колоссальна.
Никакой там Solana убийца эфириума даже речи быть не может, она даже близко не стоит с эфириумом. Да, она может быть выросла лучше, но опять же, ребята, это вопрос меты. Да, была мета Solana, сейчас сменится, будет мета эфириума, будет эфириум больше расти, все будут говорить, что эфириум топ. Ну, то есть это просто смена настроений, так на рынке постоянно происходит. Что-то одно растет, все говорят, это топ, оно падает, его все хересосят, говорят, что это, блин, это плохой проект, это скам. Ну, это как бы настроение людей, настроение ритейла, потому что им манипулируют, как они хотят, и вот так вот и происходит на рынке. И за последний месяц TVL на эфириуме вырос на 22%. Поэтому бабки в экосистему эфириум летят просто с бешеной скоростью. Еще хочу вам кое-что сказать, что Base, сколько тут, 3,7 миллиарда долларов, Arbitrum 2,5, это все Layer 2 поверх эфириума, то есть это блокчейны, построенные поверх эфириума. Поэтому можете Base сюда приплюсовать, Arbitrum сюда приплюсовать, Оптимизмы тоже, Оптимизм тоже Layer 2 поверх эфириума, туда приплюсовать. И в итоге здесь TVL будет гораздо больше. Поэтому Solana, там, троны, Base, биткоины, они даже близко не стоят по количеству денег, потому сколько в эфириуме крутится бабок. Потому что эфириум это мать. На эфириуме все построено. Все DeFi протоколы, стейкинги, много построено на эфириуме. Это мать. Если эфириум соскамится, то криптовалюте просто хана. Просто хана, потому что на эфириуме построено очень много протоколов. Давайте зайдем посмотрим. Видим TVL, и у нас TVL в 2021 году был 107 миллиардов долларов. То есть у нас была бычка там 107 миллиардов долларов. В этом году мы даже не приблизились. У нас максимально было 76 миллиардов. То есть мы по TVL даже не на отметках 2021 года. О эйфории, о хайпе, о альт-сезоне, о бычке на альтах еще нету речи. Еще мы туда даже не подошли, ребята. Мы даже не обновили отметки 2021 года. Понимаете, что в 2021 году тогда было гораздо меньше денег, сейчас денег гораздо больше, и то есть деньги обесцениваются, в любом случае активы будут дорожать на дистанции. И мы даже не на значениях 2021 года. Но это просто у нас еще такой апсайд роста, и многие этого не понимают. Если посмотреть по ранкингу, вот как раз таки протокол лида, LDO токен, про который я вам говорил, TVL 23,5 миллиарда долларов только в одном протоколе. У Solana 9 во всей экосистеме Solana. Тут в одном протоколе 23,5 миллиарда. Следующий Aave 21,6 миллиардов. Agent Layer 11,1 миллиард. То есть, ну просто в эфириуме настолько огромное количество бабок. И ни о каком скаме тут речи быть и не может. И вот LDO, кстати, вот по количеству комиссий занимает раз, два, три, 4, 5, пятое место. LDO на комиссиях за последние 24 часа заработал 2 миллиона долларов. Только на комиссиях. То, что люди заводят, выводят из стейкинга, лендинги используют. Это все за 24 часа только 2 миллиона. Тут такие бабки крутятся, тут такие протоколы деньги зарабатывают. А вы говорите о том, что эфириум скам, о том, что он никому не нужен. Просто те, кто это говорят, они потом будут на хаях покупать эфириум по 10 тысяч долларов. И LDO, который мы сейчас накапливаем меньше $1, будут потом по 6-12 баксов его покупать, за щеку просто засовывать. Поэтому, ребята, эфириум еще не показал свою мощь, и нас ждет все впереди. Я очень bullish по эфириуму. У меня очень много токенов на эфириуме, в том числе LDO, L2 протоколы и прочее. Вот сейчас, кстати, из протоколов L2 лучше всех себя показывает Arbitrum, у которого есть токен. Еще Base хороший, но у Arbitrum есть токен, и он пока лучше всех себя показывает. Поэтому присмотритесь к Arbitrum. Давайте зайдем посмотрим в Arbitrum, что у нас там по TVL. Я вам скажу так, что TVL растет, а цена токена падает. Это значит, что денег становится все больше, они заходят в протокол, им пользуются, протокол зарабатывает бабки. Но при этом цена падает, то есть цена крайне недооценена по отношению к TVL, по отношению к фундаментальности этого проекта. Поэтому Arbitrum сейчас очень топчик подсматривать для инвестиций, потому что он там стоит около 40 центов. И это очень хорошая точка для входа. Да, он может еще ниже упасть, все может быть еще ниже упасть. Но в любом случае, вот, кстати, Franklin Templeton, это топовая компания из Web2 мира инвестиционная. И BlackRock, тут просто, ну, столько всего сидит в этой экосистеме эфириума, что она, ну, в принципе, ну, как бы не может скамиться. Да, нельзя утверждать, но она не может скамиться. Поэтому LDO, Arbitrum пока что мои фавориты на сети эфириум, которые могут дать очень много иксов. И напоследок покажу вам такой сайт интересный, Strategic ETH Reserve. Оставлю на него ссылочку в описании. Здесь у нас отображаются компании, которые публично на свои балансы покупают эфириум. Уже куплено практически 1 миллион эфириумов на балансе, это 2,5 миллиарда долларов. И от общего суплая это 0,81%. Да, это очень мало, но все же начало положено, как говорится. 32 кандидата сейчас тут есть. Это Ethereum Foundation, соответственно, на первом месте. У них 264 тысячи эфириума. И разные другие. Coinbase тоже эфириум держит, компании. Тут все это отображается. Также в правом углу у нас отображаются новые компании, которые только присоединились. Вот один день назад они купили 10 тысяч эфириумов, 10 220. Потом еще вот AI Agent 312 эфириум.
еще какая-то компания 170 эфириум 7 дней назад. То есть тут показываются компании, которые накапливают. Не все, естественно, не все, потому что есть компании, которые не раскрывают балансы, а именно публичные, которые заявили, что вот мы покупаем эфириум на баланс, вот столько-то эфириумов есть. Здесь это все отображается, вот как изменяется у них количество эфириум, то есть растет или падает. Здесь это все отображается, поэтому такой интересный сайт. Можно следить за тем, как компании накапливают эфириум на своих балансах. А я напоминаю, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. В него можно вступить по ссылочке в описании. Там у нас находится огромная база платных курсов, которые стоят десятки тысяч долларов. Вот курсы я, соответственно, листаю. Можете обучаться, брать любые курсы, скачивать, смотреть. И тут очень много всего. Просто можно годами изучать эти все курсы. Потом у нас есть трейдинг, у нас сигналы по трейдингу даются. Есть вкладочка сливы из приватных сообществ, тут даются сливы из других платных сообществ. Трейдер 820, випка, сюда эти все сливы скидываются. Также ребята в чат кидают тоже сливы. То есть есть ребята, которые сидят в этом сообществе, они тоже скидывают сливы разные, мысли, вот видите, с других приваток можно посмотреть, что кто думает. Поэтому у нас такое комьюнити образовалось, где мы друг с другом делимся полезной информацией. Есть курс по трейдингу, то есть можно с нуля обучиться трейдингу. Вкладочка образования, там публикуются полезные статьи и видео по криптовалюте. Спот трейдинг, там даются сигналом мемчики. Инвестиции, там я даю свои действия по рынку, что я покупаю, обзор своего портфеля и многое другое. Также у нас есть вкладочка DEX торговля, можно обучиться DEX торговле и многое другое. Тут реально очень много всего. По ссылочке в описании ныряйте, ознакомьтесь, что там есть. Если интересно, то вступайте и давайте зарабатывать вместе с нами. Ну что, такое видео получилось. Надеюсь, оно было полезным. Я раскрыл вам глаза на то, что происходит с эфириумом. То, что эфириум очень сейчас в таком интересном положении находится. Вот либо он сейчас рванет, стартанет вверх, либо мы еще какую-то коррекцию увидим, но в любом случае пойдем наверх. То есть на дистанции, если вы инвестор на дистанции, то покупать экосистему эфириума и сам эфириум это просто smart move, потому что он очень крайне недооценен. Поэтому лично я это делаю, не знаю как вы, но я смотрю на факты и на цифры, и ориентируюсь на факты и цифры. Я вижу, что эфириум сейчас крайне недооценен, его экосистема, и то, что в будущем это будет крайне все переоценено. Что думаете вы, напишите в комментариях, будет интересно почитать. Не забудьте влепить лайк, подписаться на мой канал, если вы тут впервые, и также смотрите другие ролики на нашем канале, очень много полезных видосов, особенно последнее видео, обязательно посмотрите. А мы с вами увидимся в следующих видосиках. Всем пока!